Приветствую вас, мои дорогие! С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы поговорим о нас, о женщинах и о том, как мы строим свои отношения с мужчиной. Поводом для сегодняшнего видео стали две вещи. Вчерашняя консультация с клиенткой и сегодня одна очень хорошая фраза, которую я прочитала в книжке. Фраза звучит так: «Я буду с тобой ровно тем, кем ты позволишь». А на консультации был запрос, почему мужчины-свиньи ведут себя по-свински, почему они игнорируют мои интересы и почему они, скоты, такие неблагодарные. Эти фразы эти два запроса очень удачно совпадают. Так вот, почему же мужчины так себя ведут? А ведут они, как это ни странно, фраза уже, вот эта цитата из книжки вам ответила, потому что мы позволяем им рядом с собой становиться такими. Почему? Если вы не ставите мужчине рамки изначально, на что вы согласны, на что вы не согласны, мужчина понимает, здесь можно все. Хоть с ногами на стол, хоть в грязных ботинках на кровать, хоть пьяненьким под дверью спать, примут любого. Почему? Потому что здесь большая нужда, и я тут праздник, краюшка хлеба в голодный год. Мужчина будет себя так вести, потому что вы не поставили рамки. Мало того, ну хорошо, вы скажете, не было у меня опыта, рамок я не поставила, а что же мне теперь с этой горбушкой хлеба, пьяненькой под дверью, так и ночевать? Нет, чем хорошо? Вы в любой момент, когда вас не вот так вот уже допекло, что уже вот еще чуть-чуть и сорвет крышу, а в тот момент, когда вы почувствовали первый дискомфорт, вы говорите: мне это не нравится. Но не просто ты козел и мне это не нравится, а мне не нравится и я хочу вот так. Но если вы не ведете себя так, как вы хотите, мужчина по вашему поведению считывает, что ты, паря, старайся, а я, в принципе, вот так смотрю, лишь бы далеко не убегал. И он будет периодически стараться, и когда вы его будете в следующий раз одергивать, он тебе скажет: ну помнишь, 2 года назад я ж был хороший? Ну, расслабился чуток. Сейчас еще пару дней побуду хорошим, потом опять расслаблюсь. И они знают, что это вот типа резиночки. Знаете, убежал, вернулся, далеко, вот чтобы оно не бегало. Он понимает, что это не вечно. Когда вы точно понимаете, как с вами нельзя и на что вы не согласны, тогда мужчина четко понимает, если он хочет быть с вами, ему нужно свое поведение поменять. То есть в любой момент вы можете озвучить: я хочу изменить что-то в наших отношениях. Но не я хочу, чтобы ты доставал мне каждый день по 5 звезд с неба. Это, во-первых, должны быть разумные требования, а во-вторых, вы понимаете, что вы себя ведете соответственно так, как вы просите. То есть, если я этого не прощаю, я на это поведение должна буду потом нежелательно отреагировать. Другой момент, почему мужчина с нами становится таким, каким мы ему позволяем. Очень часто, ведь мужчины тоже не дураки, они понимают, что мы держимся за них из страха. И если мы сильно боимся что-то потерять, мы за это готовы платить очень большую цену. Ценность возникает в разы больше, чем больше наш страх. И тогда получается, в отношениях не вы являетесь ценностью, а ценностью является кто-то другой. Мало того, он для себя ценность, так он еще и для вас ценность. И кто тут король, а кто свита, вы сами прекрасно понимаете. И тогда уже либо вы меняете это, что да, если со мной ведут себя так, как я не могу допустить, или мне делают то, с чем я не согласна, или мне предлагают на то, на что я не соглашаюсь, ни при каких условиях, я отказываюсь. Я выхожу из этого союза, я выхожу из этих отношений. И тогда мужчина четко понимает, что есть предел и есть остановка. И вы не поверите, мужчины не дураки. Они очень четко понимают, что если вот тут я лишусь лакомого кусочка, они начинают себя вести так, чтобы лакомства не лишили. И это вы устанавливаете правила в отношениях. Вы диктовать условия можете. Пользуйтесь своим правом. Устанавливайте эти правила. И если вы с чем-то, даже если что-то вы сгоряча, допустим, там был период, когда возле вас никого не было, вы были одна, и вам очень хотелось кому-то приткнуться, и вы согласны были на что угодно, вы согласились. Но потом вы понимаете: вы немножечко воспряли духом, стали твердо на ножки, вы уже можете, вокруг вас появились другие знакомые, вам уже комфортнее, не так одиноко. И вы можете поменять правила, вы можете поменять мужчину.
Это ваше право. Пользуйтесь им. Себе на счастье, себе на благо. Комментируйте, задавайте вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео, подписывайтесь на наш канал. А с вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». И до встречи в следующих видео. Пока-пока.